В парке в сугробе лежала очень несчастная собака. Она свернулась в калачик, пытаясь согреться. На улице стояла очень морозная погода. Пес уткнулся носом в собственную лапу. Непонятно, было ему так теплее, или же он просто пытался спрятаться от жестокого окружающего мира. Людей в том парке было очень много. Маленькие дети бегали прямо рядом с псом, они бросались снежками и шумели. Песик вздрагивал каждый раз, когда очередной ком снега пролетал мимо и падал возле него. Несмотря на свой страх, он не убегал. К Ромке подошла женщина, заинтересовавшаяся тем, почему этот пес лежит в снегу. Она решила, что он нуждается в помощи. Ромка посмотрел на нее, и женщина увидела, что он плачет. Собаки не умеют говорить, так что Ромка не мог сказать, что с ним случилось, не мог попросить ее помочь ему. Он просто смотрел ей в глаза своими, огромными и жалобными. Женщина позвонила мне и сказала, что в парке лежит собака, которая не может встать. Что прошло уже несколько часов с тех пор, как он не может подняться, люди видели, как еще совсем недавно он бегал тут неподалеку. Она не могла забрать его к себе, поэтому попросила меня о помощи. Оказалось, что Ромка часто бывал в этом парке, его видели многие прохожие. Казалось, что пес полностью здоров. И вот в какой-то момент он упал в сугроб и не смог подняться. Волонтеры выехали, чтобы помочь несчастному Ромке. Пес выглядел невероятно печальным, у него был испуганный взгляд. Ромка не мог понять, куда его пытаются увезти, но сопротивляться не стал. Выглядел он так, будто воли к жизни у него практически не осталось. После ветеринарного обследования выяснилось, что Ромка пролежал в снегу вовсе не несколько часов. Прошло не менее пары дней. Его задняя лапа была в ужасном состоянии, врачи могли дать лишь неутешительные прогнозы насчет нее. Видимо, прохожие просто игнорировали тот факт, что в парке на снегу лежит одинокая собака. Может быть, они решили, что он просто прилег, чтобы отдохнуть. Сколько же боли ему пришлось вынести за эти дни? Ромке оказали ветеринарную помощь, после чего он переехал в гостиницу для животных. Его поселили в утепленный вольер, ведь он так много времени провел на холоде. Вот уже несколько недель Ромка живет в той гостинице. Ей владелец очень полюбил этого пса за его кроткий нрав. Ромка какое-то время опасался выходить из своего вольера, но всегда брал еду, когда ему ее предлагали. Через какое-то время он стал более смелым, позволил себя погладить и даже лизнул протянутую руку. Очень хороший пес, добрый и дружелюбный. Этот пес обладает какой-то волшебной энергетикой, иначе как объяснить, что все прочие собаки из той же гостиницы так его полюбили. Обычно они не жалуют новичков, но к Ромке они отнеслись очень хорошо. С двумя собаками, Альмой и Ярой, у песика установились особенно теплые отношения. Они научились влезать в его вольер. Теперь эти трое периодически сидят все вместе. Так Ромке стало намного веселее жить.